Новый год, самое время поговорить о повышении цены. Все любят повышать цены, да? Слушайте, в такой ситуации, в которой мы сейчас находимся, конечно же, за 3 копейки работать вообще не хочется никому. Вот. Все дорожает, и о повышении цены задумывается вообще каждый мастер. Да и не только мастер, ладно, у нас просто блог для мастеров. А так, конечно, любые услуги, сфера услуг, продажники, все вещи, короче, все растет в цене. Вот. И какая здесь ситуация происходит? Есть иллюзия, очень откровенная, давняя, закоренелая в голове, что нужно повышать цену, чтобы зарабатывать больше. Вот. И таким образом мастера игнорируют совершенно простой факт, что, повысив цену, да, ты будешь зарабатывать больше, но здесь есть естественный процесс того, что часть клиентов от тебя откажется все равно. Это совершенно нормальная ситуация. Кто-то и за 100 рублей отказывается, правда? Мы не говорим уже о каких-то больших суммах, типа там на 500, на 1000 повысить. Все равно нужно быть готовым, когда вы повысите цену, нужно обязательно быть готовым к тому, что часть клиентов просто-напросто уйдет и не будет подходить ваша стоимость. Да, какие-то придут. И, кстати говоря, это очень часто разные умники в интернете, и не только, давят вот именно на эту точку, что придут новые. Но опять же, чтобы клиент пришел к вам, он должен о вас узнать, вы должны ему понравиться, он должен убедиться, что вы даете ему именно то, что ему нужно. Вот. А это, часто бывает проблемой на самом деле. Нагнать себе трафик можно, но сколько людей от него останется, тоже это не всегда стабильные показатели. И нередки те ситуации, когда мастер повышает цену, и вот в лучший случай, он остается при своем. Да, давайте вот не будем сейчас придумывать разные вот эти ситуации, что вот одна девочка когда-то повысила себе прайс с 1000 до 7, и она сразу начала очень много зарабатывать, она взлетела, поднялась, все такое. Может, такое существует, но понимаете, что нужно смотреть реальности в глаза. Действительно, если вы повышаете цену, чуть попозже я скажу, что я не против того, я не потому говорю, что нужно сидеть и работать за свою цену десятилетиями, и вообще не в этом дело, просто нужно разобраться вообще, что к чему. Ситуация, когда мастер повышает цену, значит, что происходит? В лучшем случае он остается просто при своем. То есть, да, действительно, вот та сумма небольшая, большая, на которую он поднял стоимость своих услуг, она дополняет, окупает, то есть тех, кто ушел. Но есть другая немного ситуация, когда мастера повышают цену, и следом за этим следует как раз-таки спад. Клиенты часть ушла, новые не пришла, вот, и получается застой. Но в любом случае, вообще, в базовой ситуации при повышении цены застой это вообще нормальная ситуация. То есть, опять же, та же самая история, что вы подняли на какую-то сумму, часть от вас уходит, и те, кто осталось, заплатили больше и как будто бы компенсировали. Но даже не всегда они могут компенсировать. Вот. Процесс формирования клиентской базы – это долгий процесс. Это не так, что типа вы за месяц себе набрали сотни клиентов и сидите, просто не знаю, как волк. Волк работает много? Нет. Волк вообще, по-моему, не работает нигде. И вы просто как вол тащите этих всех клиентов, работаете 24/7 и таким образом, соответственно, зарабатываете много. Поэтому иллюзию испытывать о том, что только вы повысите цену и сразу вы озолотитесь, вот это вот не надо, это неправда. Я даже сказала бы наоборот, нужно быть готовыми всегда к провалу. При повышении цены нужно готовиться, как говорится, к худшему, но надеяться на лучшее, потому что вы повысили цену,
часть ушла, кто-то не захотел, может быть, сезон, да, как многие говорят, что январь, например, совсем плохой месяц в наращивании ресниц и так далее. Сейчас мы спад наблюдали, да, в декабре действительно был у мастеров по наращиванию ресниц. Официальные статистики, никто их не выдумал, с неба они не упали. Нормальная ситуация в целом, да, действительно люди стали экономить, где-то урезать свои расходы и так далее. Но это как всегда, как и везде. Есть те, кто ну, как бы богатеет, есть кто начинает свои траты сокращать, есть те, кто поменяли ресницы там на маникюр или наоборот. Вот. Очень много, кстати, девушек, можете сейчас заметить, которые без маникюра ходят. Видели? Вообще такая интересная ситуация. Но я не к тому, что это связано с тем, что они экономят, ну вот просто сам факт, да, что раньше себя представить просто без маникюра было вообще невозможно. Сейчас ситуация поменялась. А ежемесячные платежи-то у вас никто не отменял? Вы по-прежнему должны оплачивать аренду, покупать материалы там и так далее. Этого никто не отменял. При таком раскладе, что вы повысили цену, имеет смысл даже свои траты немного сократить. На некоторое время в этом нет совершенно ничего страшного. Поэтому вот готовься к худшему, но надейся на лучшее. В любом случае будет либо застой, либо провал, но все равно будет рост. Если вы крутой мастер, если вы клево делаете, если вы старательный, если вы там действительно развиваете свое дело и любите его, конечно, у вас все равно будет приход новых клиентов, это неизбежно. И ничего в этом нет страшного, я говорю действительно реальные вещи, потому что сейчас в интернете просто вот эта фраза, она меня уже просто раздражает. Не обесценивайте труд, не обесценивайте труд, да никто его не обесценивает, просто есть реальное положение вещей. Все собрались повысить цену тогда, когда люди вообще даже от той низкой цены, они отказываются. Какой смысл тогда в этом? Это назойливая рекомендация, повышайте, повышайте, повышайте. Сам мастер разберется, вот вы сами разберитесь просто свою, проанализируйте аудиторию, кто к вам ходит, за какую стоимость они ходят, где вы живете, насколько хорошо вообще вы делаете, потому что такое ощущение просто, что все делают за оверпрайс какой-то, но по факту дать какой-то именно вот сервис, качество и так далее не могут. Это мне не нравится, это плохо. Незамедлительно повышайте цену, все повышайте цену, быстрее. Но нет же, это не так работает. Повышайте цену, и вы станете больше зарабатывать. Да станете вы больше зарабатывать, но позже, со временем. Наработка клиентской базы – это ответственный, долгий процесс. Нету такого, что ты озолотился завтра. Это все труд, это все время, и любой бизнес должен проходить какие-то этапы постепенно. Вот. Поэтому какая здесь ситуация? Ну вот вестись на поводу интернетных коучей, которые кричат: повышайте, повышайте, не работайте бесплатно, не работайте бесплатно. Кому они это говорят? А вот если вы бездарность, вы посмотрите это видео, задерете ценник, вам начнет ходить какая-то, ну опять же, да, платежеспособная аудитория, и вы будете им предлагать просто какую-то хуйню. И что им делать? Свои-то способности тоже надо оценивать. Как вы делаете, где вы делаете, что за город, что за место. Может, вы в подвале в каком-то сидите, без окон, без дверей, в темнице, да, и наращиваете. Я поставлю себе 7000 рублей и буду сидеть за 7000 где-нибудь в Саратове, например. Не бывает такого. Правду сказать, ну, вряд ли кто-то к вам пойдет. Ой, мы в Москве должен быть ценник минимум 10 тысяч. Нет, не должен быть в Москве минимум 10 тысяч ценник. Какой-то нужно, ну, середину выбирать. Я не говорю, сидите за 3 копейки, пошите и горбайтесь, но свои способности, свое помещение, то, что вы предлагаете клиентам, даже свое отношение, да, я просто буду сейчас обозревать ролик один, где вот это вот, вертя ключи на пальцы, куря дудку, вот мастер, да, принимает клиента. Как раз таки такой собирательный образ опытного мастера-лэшмейкера.
ну, как бы это вообще не так работает. Сервис же вот тоже должен быть, да, хотя бы на каком-то, ну, блин, минимальном уровне, да, чистота, приятная беседа, я не знаю. Просто некоторые мастера реально общаются с клиентами из разряда чё, здрасте, я опоздаю на 20 минут. Потом придет, от нее воняет какими-то сигаретами. Но я тоже курю иногда, но, блин, я не курю в лицо же этим вейпом и дудкой, как она называется. Ну, кто к вам пойдет-то? В общем, это то, что я хочу сказать про цену. Иллюзии не надо никакие строить на этот счет. Мы живем в реальности, где есть у людей заработные платы какие-никакие. Есть разные сегменты, разные социальные слои, с кем вы работаете и так далее. Есть ваши навыки, есть ваши умения, которые нужно тоже учитывать при поднятии там той же самой цены. Да, вот сейчас вспомнила вот в этом видео как раз-таки типа неопытный мастер, и там сидит вот такая вот прямо, ну вот лохушка, да? А вторая приходит просто в шубе, крутая, курит в лицо, и типа это опытный мастер. Это не опытный мастер, это хамло-мастер называется. Такие хамло-мастер тоже иногда ставят себе какие-то безумные цены. Так, ладно, сейчас я уйду вообще в дебри конкретные. Все, то, что я хотела сказать по поводу цены. Обязательно готовьте себя к тому, что часть от вас уйдет, это неизбежно. Перед тем, как вы примете это решение, посчитайте все, посмотрите, где вы живете, какой сегмент, как отреагирует публика, какие есть вообще варианты привлечения новых клиентов, сколько вы на это потратите, сколько вы заработаете впоследствии там, этого повышения цены. Примите взвешенное какое-то решение. Не надо смотреть какую-нибудь тетю Машу, тетю Глашу, которые дерут глотки и говорят, что вы не должны работать за бесплатно. За бесплатно никто не будет работать. Но выбрать адекватную стоимость своих работ, я думаю, что это под силу вам, поэтому не нужно слушать никаких там этих мега-коучей, миллионеров, да, этих липовых миллионеров, которые вам рассказывают эти сказки. Вот. Спокойно просто выбирайте свой путь, выбирайте свою стратегию. И... Блин, отрубилась. Будьте готовы к тому, что ваши арендные платежи никто за вас закрывать не будет. Соответственно, может быть, и ваша арендная плата вырастет и так далее. То есть будьте готовы к тому, что ваша жизнь будет протекать так же, как и раньше. И это нормально иметь стабильное повышение, стабильный рост, нежели какой-то вот такой прерывистый. То упали, то поднялись. Вот. Что я еще там говорила? Что-то умное говорила, и вот кнопка, блин, нажалась дурацкая. Вот. Нужно все-таки что делать? Быть, ну, по крайней мере, хоть как-то, хоть немножко объективным, да, и потому что приходят вот эти вот клиенты, которые сделали вчера ресницы за 10 тысяч рублей, а там, ну, просто страх Божий, понимаете? И вот это, я считаю, совершенно неадекватное, необоснованное повышение цены, завышенная стоимость услуги. Вот. Разговаривают как хамло, делают ужасно, берут по 12, по 15 тысяч, и вот просто реально вот в этом и состоит диссонанс. Действительно, есть две крайности, да, один мастер говорит: о, я вот такой бедненький, я вот только начинающий, неуверенный, ну, понятное дело, кто из нас был уверенным, когда начал работать. Вот, про эффект этот я уже где-то говорила, не помню, еще раз скажу, забыла я, как он называется. Люди, которые бездарные, у которых недостаточно компетенций, они себя могут считать великими профессионалами. Вот в этом загвоздка, да. Они искренне считают, что они прям вот супер молодцы, они все знают, все умеют, и это ошибка такая мышления, да, ошибка мозга. А люди, которые склонны недооценивать немножко себя, свои возможности, может быть, как-то к своей жизни более рационально относиться и, ну, постоянно как-то себя задавать вопросы, рефлексировать, что можно улучшить и так далее,
короче, сомневающиеся немного в себе, вот они как раз-таки и действительно больше похожи на профессионалов, потому что они вот в себе имеют какую-то долечку сомнения, пускай небольшую, и это хорошо. Плохо быть совсем неуверенным и плохо быть самоуверенным. Вот. Поэтому будем где-то на серединочке, все проанализируем спокойно и, соответственно, принять решение для себя, как будет лучше, посчитать, подумать и в спокойном режиме оставаться работать. Вот. Про эти 12 тысяч я все никак не могу забыть. Но это правда, это страшное дело. Вот приходит, сколько, 15 тысяч я заплатила, там просто пиздец. Там все вот так приклеено, заклеено. Мама мия, по 3 часа они делали, Господи Боже. Да, в такие моменты начинаешь сомневаться и думать, что я делаю не так. А клиенты что? Они же объективно не могут вас ценить. Оценка клиентами – это еще не показатель. Если к вам кто-то ходит из клиентов, и много их там, база какая-то хорошая, то вообще не всегда факт, что есть у вас, что есть, что вы профессионал. Все, пока.